Один-два раз и еще раз о границах. Как уже отмечалось, края, контуры, границы, линии касания объектов или областей – одна из возможных проблем у художника-реалиста при создании убедительного, живого, цепляющего произведения. Наряду с очевидной важностью рисунка, цвета и оттенков, то есть нюансов, роль границ, касаний нельзя недооценивать. Во-первых, само наличие внешней границы, адекватной границы, снимает большинство вопросов по характеру и узнаваемости объекта. Как важен контур в детских раскрасках. Однако не стоит стремиться к полному, замкнутому контуру. Это неубедительно, как ни странно. В окружающем нас мире крайне мало случаев, когда контур объекта читается полностью. Бывает, его закрывают другие объекты, и это, безусловно, более ценно, более убедительно, чем легкое касание объектов контуром, да еще в разных планах. Это только путает зрителя, особенно в картине, где, собственно, изобразительная плоскость двухмерна. Если такое и встречается в натуре, там все-таки 3D, и там информация поступает уже от бинокуляров. Итак, часть контура перекрывается, а бывает, что часть контура исчезает, объект сливается с фоном на свету или часть контура съедает тень. Наш мозг прекрасно достраивает недостающие фрагменты, и такая работа мозга и есть жизнь, она нужна нам и в картине. Эти потерянные кусочки мозаики – это по-настоящему жизненно, убедительно, правдоподобно. Полный контур характерен скорее для информативных, но малоубедительных, далеких от натуры детских рисунков или работ в стиле примитив-наив, когда мы изображаем то, что знаем, а не то, что видим. Поэтому важно, разомкнутый контур – это не такая уж глупая рекомендация. Но даже в этом случае четкий, ярко выраженный контур испортит нам все попытки построить убедительный объем. Линии по контуру превратят наш рисунок, картину в недоделанную дилетантскую раскраску. Еще Чистяков говорил, что контуры должны пропасть, уступив место тонально окрашенному пятну. Но и здесь есть исключения. В локальных местах по краю объекта уместна даже активная линия, чтобы, допустим, оторвать предмет от фона при небольшой разнице в тоне. Глаз-то наш легко отлепляет одно от другого. Это снова делают оба глаза, отправляющие в мозг более полную информацию, чем мы можем предложить в рамках двухмерной плоскости. Поэтому приходится идти на хитрости. И контур в некоторых случаях – это художественный прием для лучшего построения пространства. Мы уже не говорим о частных случаях более декоративных работ, когда контур является элементом стилизации, чтобы подчеркнуть сходство с витражом, например. Учитывая оплавление жестких угловатых форм на расстоянии, вдали стоит использовать более мягкие, пластичные линии контуров, а на переднем плане повысить их угловатость. Квадрат воспринимается ближе, чем круг, помните, да? Но может так случиться, что именно пластичный текучий контур будет важнейшим композиционным элементом, в рамках стиля модерн, допустим. Тогда оплывшие контуры появятся везде, независимо от планов. Неспроста же говорили о том, что в модерне декор побеждал пространство. Кажется также логичным делать более четкие контуры на переднем плане, а более размытые вдали. Но и это не догма. Мало того, что внимание зрителя можно концентрировать где угодно, наводя резкость наподобие объектива фотоаппарата, особенно tilt-shift, объектив со смещением линз. Так еще можно отметить и искажения по границам объектов, возникающие цветные ореолы при контрастных границах, в целом более размытые края цветных объектов и более жесткие у черно-белых, и тому подобное. Наш глаз – это несовершенная оптическая система. Мы такие искажения можем считывать, правда, благодаря нейроадаптации обычно не придаем этому значения. При всем этом каждый объект отдельно может предложить зрителю всю линейку
разнообразие своих собственных внешних границ. Итак, граница явная, усиленная, подчеркнутой линией или ощутимой разницей в фактуре, объект фон. Четкая, из-за активного, даже пережатого контраста, когда кажется равномерный фон вдруг становится чуть более светлым у границы с темным объектом. Еще граница угловатая, колючая, оквадраченная, конструктивная, образующая более рубленную линию. Или пластичная, текучая, когда контур объекта оплывает, возникает промежуточная связка объект-воздух-фон. Или граница неявная, со сходной фактурой, близкая по тону, объект-фон, но все еще достаточно читаемая. Ну или граница размытая или потерянная, сфуматта, с диффузией тона или цвета, подчас рождающая особый ореол. И изменяться эта граница по контуру может даже не один раз, в разумных пределах, конечно, подчиняясь какому-то красивому, нерегулярному ритму, имитирующему некую случайность, жизнеподобие. Размытый, мягкий, жесткий, снова мягкий, совсем исчез. Неодинаковость контура важна и в плане его большей или меньшей вариативности, и в плане его замельченности, детализации. Простой контур обнимает ясную фигуру, замельченный – витиеватую. Детали и частая вариативность логичны к центру, лаконичные линии и формы к периферии. То есть далеко не натура, а скорее композиционные приоритеты порой диктуют необходимость замельчить или упростить, подчеркнуть или сгладить, выделить или совсем спрятать контур. Следует помнить о том, что понятие «жесткая» или «мягкая граница» условны, и мы, как всегда, говорим об отношениях. Эта граница более мягкая в этом месте и более жесткая в этом, но в целом это все еще ясно прочитываемая граница почти по всему контуру. Так, допустим. То есть, положим, мы имеем дело прежде всего с силуэтом. И, давая характеристику граням внутри этого силуэта, мы можем говорить о мягкой и жесткой границе, имея в виду их относительность между собой. А в целом-то все они более мягкие, чем край силуэта. Но такое сравнение необходимо. Эти внутренние грани, границы внутри формы тоже могут быть более или менее жесткими. Это зависит от плавности поворота формы по отношению к источнику света. То есть, чем более жесткая, угловатая, рубленная форма, тем более четко очерченные грани. Чем мягче форма, чем медленнее форма поворачивается, тем более мягкая граница между плоскостями и более плавный, размытый переход. А еще граница может возникать там, где вообще нет никакого поворота формы. Речь о границе падающих теней, и тут есть стандартные ходы, где края падающей тени становятся все более размытыми при удалении от объекта, который эту тень породил. Что связано с тем, что источник света, и солнце, и лампочка, а тем более крупный софтбокс имеют ощутимые размеры. Можно считать, что тень создается множеством точечных источников, у предмета тени сливаются, а чем дальше от предмета, тем больше расходятся. Такое размытие границы тени позволяет подружить слишком контрастные зоны и не сломать плоскость. Но иногда тень падает на самый пик формы, почти на блик. Тень от шляпы на носу, например. Тогда из-за большего контраста возрастает и резкость этой границы, что бывает выглядит эффектно, убедительно. Таким образом, внимательное изучение границ, поиск общностей и разностей – необходимые условия для строительства мелких форм, рельефных или гладких, для изображения большой формы, ясно читаемой, выпуклой или, наоборот, ускользающей, плоской формы, что желательно подчинить композиционные идеи какой-то продуманной иерархии. Как-то так.